Всем здорово, братишки и сестренки, с вами Дитрих ТВ, а это значит, что пора подвести итоги уходящей недели. Она оказалась очень щедрой на релизы, но подробности вы узнаете внутри ролика. Так что обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Не забывайте подписываться, если вы вдруг этого еще не сделали. А также, если хотите попасть в следующий выпуск, пишите ваши комментарии. Погнали! Открывает нашу подборку лучших новых игр мобильный проект от Square Enix под названием Tomb Raider Reloaded. В нем нам нужно будет передвигать Лару Крофт, которая убегает от ловушек и падающих камней. Стреляет она автоматически, пока мы не двигаемся. За получение нового уровня нам выдают одну из рандомных обилок, например, бонус к опыту, урону и так далее. Получается, что во время любого прохождения вы сможете настроить Лару под свой стиль игры. Самое главное — это зарабатывать монетки во время забегов. За это мы потом прокачиваем экипировку. Кстати, помимо уровней с мобами могут попадаться локации с загадками и даже сражения с боссами, которые порой кажутся монотонными. Но зато выдают много урона, плюс дают покрутить колесо фортуны. А еще в последнем обновлении Tomb Raider Reload разработчики добавили 8 главу с новыми врагами, обилками и рандомным шансом сбросить обилки один раз за прохождение. Следующее место топа лучших новинок на телефон занимает LEGO Star Wars Castaway. Это, можно сказать, ММО в мире LEGO. Его разработкой занимался Gameloft. На старте нас будет встречать отличная видеовставка, с которой протагонист приземляется около города Хаба. Далее мы общаемся с NPC, исследуем локации и проходим обучение на специальных уровнях. Как и в других проектах от LEGO, главная задача решать небольшие загадки и разрушать предметы, потому что с них сыпятся монетки. Кстати, интересно, что автопилотов в Star Wars Castaways нет. Также после первых миссий в городе появляются другие игроки, хотя стартовые задания рассчитаны на одного человека. Помимо светового меча и швабры, нам выдадут бластер, причем у разного типа оружия свои обилки. Что касается социальных фич, то это прохождение миссий вместе и общение при помощи лего эмоций. Из плюсов можно выделить графику и фирменный саундтрек. В остальном это больше похоже на аркаду, которая изначально должна была стать фри-то-плей проектом, но из нее резко убрали донатный контент. Но если вы любите вселенную Звездных войн и проходили до дыр старые игры с лего, то обязательно попробуйте. Horror Alien Isolation появился на iOS и Android. Это будет прямой порт от Feral Interactive, который до этого трудился над переносом XCOM и Company of Heroes. Для порта даже выпустили трейлер, на котором графика не уступает консольной. Разработчики заверяют, что они оптимизируют управление, а также добавят кастомизацию интерфейса. И да, поддержка геймпадов тоже будет. Но и вишенкой на торте будет включение в комплект всех 7 дополнений. Если вдруг вы не помните, то авторы Alien Isolation ориентировались на фильм «Чужой», поэтому на локациях можно заметить много атрибутики и отсылок. Мы играем за дочь Эллен Рипли, которая должна разобраться в исчезновении корабля Ностромо. Разрабы позиционировали проект как истинный survival horror, где неверный шаг стоит жизни. По сути, за вами по пятам постоянно бегает чужой, от которого сложно спрятаться. Все из-за того, что у искусственного интеллекта с интервалами появляется информация о вашем местоположении. И да, Alien Isolation выйдет 16 декабря на iOS и Android. Братишки, а вам было когда-нибудь интересно, как поднимаются и на чем зарабатывают топовые предприниматели? Лично мне всегда было интересно, как с нуля и без папочек можно поднять свой собственный бизнес. В общем, это я все к тому, что в закладках у меня есть крутой канал о бизнесе Петров Про Бизнес. Его ведущий Андрей зовет в гости одних из лучших предпринимателей и узнает их все секреты от старта бизнеса до актуальных цифр дохода. Поэтому, если ты задумываешься о своем бизнесе или уже имеешь какие-то задатки, рекомендую перейти по ссылочкам в описании и почерпнуть новых знаний вместе с Петров Про Бизнес. Идем далее по списку лучших новинок на телефон, и здесь у нас расположился Heroes Mobile. Это аркадный проект, в котором множество героев из вселенной Marvel, но и не только. Например, в вашем отряде может быть Optimus Prime или герой из популярного аниме. Даже Оби-Вана Кеноби добавили.
Интересно, что игра сделана на средневековый лад. Это касается как картинки, так и музыки. Битвы проходят в авторежиме. В них мы ничего не делаем. Помимо миссий, для начальной прокачки отряда игроки будут участвовать в PvP-схватках с противниками со всего мира. А если присоединиться к гильдии, то можно напасть на легендарного босса. С него выпадает тонна наград. Ну и братюни, вы спросите, что такого крутого в этой Heroes Mobile? А я скажу, что главная фишка этого проекта — idle элементы, то есть мы получаем опыт, золото и другие ресурсы даже вне игры. По мере прокачки вам, братюни, будут открываться разные задания, например, таверна героев, ивенты, зал для тренировок и так далее. И еще, персонажи здесь разделены на стихии, поэтому перед стартом миссии надо подобрать нужный отряд. Да возрадуйтесь все любители добротных стратегий. Издатель Feral Interactive перенес на смартфоны дополнение Company of Heroes Tales of Valor. Его могут купить все владельцы оригинальной части в App Store и Google Play. Если вы хотите знать, что происходит в Tales of Valor, то вкратце расскажу. Вам будут доступны 3 мини-кампании и 9 видов транспорта для 4 фракций. Помимо этого, геймеры получат смену времени суток. Кстати, зарубежные издания передают, что с Tales of Valor игроки на Android получили поддержку мыши и клавы, прикиньте. Это, кстати, очень пригодится владельцам смартфонов с маленькой диагональю. Также в следующем году мы ждем добавления мультиплеера, и пока неизвестно, будет ли поддержка кросс-платформы. Но и бонусом завершает нашу подборку лучших новинок на Android и iOS проект под названием Rocket League Sideswipe. Это мобильные гонки от Psyonix, которые уже появились в App Store и Google Play. Правда, это не полноценный запуск, а софт-запуск, который прозвали Pre-Season. То есть можно начинать разблокировать скины и повышать свой ранг до начала первого сезона в конце этого года. То есть, скорее всего, это намек, что полноценный релиз состоится до 2022 года. А еще, если вы трушный фанат оригинальной Rocket League, то для вас есть отличные новости. Разрабы запустили кроссовер, который позволяет получать дополнительный опыт в обеих версиях. Кстати, для Sideswipe записали новые треки, которые можно прослушать в приватных матчах с друзьями или в рейтинговых схватках. Рейтинговые схватки здесь нужны для того, чтобы подняться в топ доски почета. Ну и куда без боевого пропуска Rocket Pass. С ним вы сможете заработать еще больше наград. Ну а на этом сегодняшняя подборочка лучших новых игр подошла к концу. Еще раз, братюни, прошу вас подписаться, если вы вдруг этого еще не сделали, а также не скупитесь на лайки. Если хотите, чтобы ваш комментарий попал в следующий выпуск, то оставляйте его под данным видео. Ну а я вас всех крепко обнял, всем удачки, пока-пока.